Сегодня я нахожусь в Ханьян Тэхакё. Это университет Ханьян. Представляете, это бывшее название столицы Сеула, то есть как бы Сеула, но очень старое времена Чосона. Это лучший университет Кореи по направлению инженерии, топовый. Он с этого начинал и выбился. Он был одним из первых в этом направлении, до сих пор сохраняя свои лидерские позиции. Университет существует с 1939 года и входит в топ-10 вузов Южной Кореи и в топ-300 вузов мира по качеству преподавания. Так что преподаватели здесь одни из самых мягких и лучших считаются. Приехав на станцию Ханьян-Дэ и второй выход, самый идеальный для вас путь к университету. А сегодня я беру интервью у Дамили. Дамили учится в Ханьян-Дэ. Ты учишься на бакалавре, правильно? Театр и кино. Получается, ты поступила как давно? Год назад. Год. Уже целый год, то есть 2 семестра ты отучилась, правильно? Сейчас у тебя такие типа каникулы начинаются? Или у тебя еще сессия идет? Нет, у меня на данный момент, да, сессия. Ага. Но на нашем факультете как таковой сессии не имеется, как это обычно принято. Так как я на фильмах обучаюсь, нам нужно снять фильм и его до конца семестра успеть сдать. Есть много направлений, по которым Ханьян в приоритете, ну или более-менее позиция этих направлений у него стоит в топе 5 либо 10. Например, он на 3-м месте по архитектуре. Так что если вы увлекаетесь архитектурой, хотите быть архитектором, то, пожалуйста, идите в Ханьян. Международные отношения и политика у него стоят на 6-м месте, что, в принципе, неплохо. А вот технический, инженерный, какой-то математический, он в топе, ну, по крайней мере, по инженерии, да. Как вы поняли, СМИ, медиаведение, как раз видео, фильммейкинг и журналистика также приоритетны в этом вузе. Также, на удивление, он очень хорош в дизайн-одежде, в том самом Ирюхаке. Представляете? Ну и напоследок бизнес-менеджмент, маркетинг тоже у него топовый. Примерно обучение в Ханьяне, оно чуть дороже, нежели там в некоторых вузах Кореи, так как Ханьян входит в топ-10, поэтому обучение на разных специальностях и институтах может стоить от 4,5 где-то до $6000 за семестр, ребята, один. Плюс проживание, ты жёшки суксаку, щевон, согласен, в Кощевоне, хорошее вариант жилья, плюс жилье, я там сказала, ну можно столько за класс с учетом еды, и, я не знаю, что необходимо тебе как вот дополнительно, потому что, допустим, там, когда учишься на Кёнтихаге, тебе нужно там куча тетрадок, куча печати, то есть у тебя вот на это уходит много денег, а на что тебе уходит? На фильм. Ты весь бюджет фильма уходит, тебе не выделяет. Тебе никак, то есть тебе вообще не выделяют на бюджет фильма. Да. Сама, собственные деньги. Да. Где ты подрабатываешь? У меня пока это первый фильм, поэтому я особо не заморачиваюсь насчет бюджета. В плане того, погоди, а технику? Ну вот даже нет, технику мы можем арендовать в университете. Бесплатно. На платной основе вы можете подавать заявления в разные вузы и уже выбрать потом по факту, в который хотите поступить или в который вас приняли. Дамина обучается за свой счет и поступила она со 2-го раза, так как ее факультет очень востребованный. Что изменилось от этих двух поступлений? Документы те же, никакие ты не заменяла, никак не повышала, ничего? Нет, я заменяла, я лучше здесь сдала. Кого? Чаги. Соги. Кстати, да, очень классная вещь. Это ваше вступительное эссе о вас. И на нем, точнее, над ним стоит работать долго. И не надо вот, написала, пишешь на русском. Там очень много шагов. Я вот рассказывала в одном из видео каких-то программ, как его писать, как я его писала, когда подавала на НИАДИ. То есть очень важно запариться, да, то есть как бы важно получить топик, 4-й ГИП, это как раз это хороший проходной 4-й ГИП, на многие специальности это минимальный требование 4-й ГИП, ну и, конечно, чем выше, тем лучше. Здесь обучается примерно 24 тысячи студентов, из них каждый 8-й это иностранец. Мне весело, на самом деле, здесь учиться. Есть свои сложности, конечно, особенно с одногруппниками немножко тяжеловато общаться, потому что я единственная иностранка на своем факультете. В плане иностранка не китаянка и не кореянка. Тяжело менталитетно или языком? Получается, и менталитет замешан, и язык тоже, потому что я не всегда могу полностью выразить себя. Или они могут неправильно понять что-нибудь, или я скажу что-то, что не совсем приемлемо, может быть.
Слушай, а как ты понимаешь лекции? Я имею в виду, тебе хватает 4-го ГИПа, чтобы понимать технически вот эти вот все корейские? Потому что все же лекции на корейском. К счастью, как раз таки мои технические лекции, они все конглиши в основном. Хитро. В Корее безопасно не только на улицах, но и в ВУЗе. Слушай, ну вот у меня такой вопрос. Тебе вот 22 года, да, и ты сейчас, получается, как бы учишься первый год. У нас там в России это обычно 17-17 лет. Скажи, на твоем потоке ты ощущаешь какое-то давление от того, что ты вот 22-летний, ты на первом курсе? Нет, на самом деле не ощущаю вообще. Я даже наоборот могу немножко власть ощутить, потому что у нас в Корее... То есть ты такая Онни, да, такая? Да, как бы есть все, такое. Онни Нуна, молодец. Кстати, это большой плюс, знаете, такой поступайте, не вы никакой там должен шестерочка, который будет бегать за водичкой, а вы тот, кто будет командовать всеми бегать за водичкой. Без давления, в принципе, нет, поэтому ребята, которые думают, что ой, да нет, мне поздно там поехать начать учиться и так далее. Если у вас есть эта цель, да, пожалуйста, поступайте. Слушай, ну наверняка у тебя многие спрашивали, что ты будешь делать потом, с корейским образованием, куда ты потом денешься и так далее. У тебя были какие-то вот вообще идеи, планы, мечты? Да, как бы, чтобы родители меня сюда пустили, нужно изначально представить свой план действий. Да. Мама, я эти деньги тебе верну через столько лет и каким-то путем. Что-то вроде этого, да, ну в общем. Как вы понимаете, коль вуз был основан в 1939 году, то в этом году у него юбилей 80 лет. У него есть несколько интересных исторических фактов, которые, я не знаю, из-за политкорректности, может быть, не стоит упоминать. Вы можете о них почитать в интернете. Но если коротко, ну, реально так задевающе. Когда вуз был основан, вы понимаете, в 1935 году была еще японская оккупация. Больше всего удивляют факты военного периода Второй мировой войны, когда вы, возможно, знаете по истории Кореи, когда войска Северной Кореи и Советского Союза захватили весь Корейский полуостров, не считая одного города, Пусан, и как бы все согнали на юг, вуз Ханян, взяв своих там что-то с чем-то студентов, мужчин, военнообязанных, перевел их в Пусан, чтобы они продолжили обучение экономики, и чтобы потом страну развивать. И реально этот момент меня очень поражает, как бы военный период, вы проигрываете глобально. Почему здоровые военнообязанные мужики учатся вместо того, чтобы воевать? Ну, это мое личное мнение, пожалуйста, ну не кидайте камнями, мне ваших камней по Северной Корее хватает. Меня просто поразил этот момент, видимо, для того, чтобы потом, как только война закончится, помочь стране сразу стабилизировать экономическое развитие, что, в принципе, потом удалось. Вот. А еще мне понравилась, знаете, такая строчка из истории, когда закончилась Вторая мировая война, у вуза не было статуса как такового, он был недавно основан, и вуз просто назвал себя вузом. Потом документально это подкрепив. Мне это очень понравилось. Можно я тоже свою школу, курсы корейского языка назову вузом? Потом, когда я документально, я это подкреплю. В архитектурном плане здесь прям полный микс, и такие ощущения у меня немного, ну, зная корейскую архитектуру времен завоеваний японских. Как вы поняли, вуз в горочку. Слушай, а вот ты мечтаешь в будущем снимать больше клипы как для корейских или как для зарубежных? Ну это, конечно, как повезет, но хотелось бы, по крайней мере, как практику, хотя бы здесь что-то побыть. Слушай, мне почему-то кажется, это очень легко. Я имею в виду не снимать, да, я вот то, что это монтировать, это вообще тяжко, поэтому я очень мало монтирую. У меня монтаж такой супер легкий, ну а что тут розовым все делать, зачем? Мне бы сказаться, в Корее это проще всего, потому что когда ты вот заканчиваешь, тебе нужна какая-то практика нарабатывать, где их брать, идешь такой на Honda, берешь эти вот желающих что-то там этими. Чувачки, у вас есть песенка, давайте клип с матом сделаем, я вам по дешевке, да. И ты на них практикуешь, а если вдруг реально стрельнет, а вдруг ты потом будешь там BTS, или кто-нибудь там еще в таком духе. Это же реально круто. Это просто больше шансов, чем как в другой стране, когда это такой продакшн. Здесь желающих куча, даже прямо на Хонду ты видишь, о, они уже танец поставили, песня есть, в принципе. Сейчас возьму их. Сейчас я придумаю, как их отснять. И реально круто, да? Те, кто хочет здесь учиться с первого потока, то есть с начала учебного года, год начинается в начале года, то есть с весны, ну, с такой поздней зимы, ранней весны, то должны предоставить свои документы с сентября, то есть в Куоле в сентябре все должно быть уже готово и сдаем. Чем первее вы сдали, тем больше у вас шансов. Те, кто не успевает на первый поток, есть такие, не страшно, начните со второго потока. Он стартует с Куоля, то есть с сентября месяца, и документы ваши принимаются с апреля. А такой вопрос, планируешь ли ты и искала ли ты возможности перехода
перехода на гранты, на Чангакым какой-либо частичный или нет? Да, я искала, непосредственно на нашем факультете. Потому что у тебя есть топик 4, наберешь там. Я гляну, Ханяна очень, говорите, классная особенность у всех его грантов. Чем выше твой топик, просто тем больше тебе на один грант, тем больше шансов. Поэтому, в принципе, такой приходишь сразу с 6. Я всех уделала. Дайте мне грант. По поводу требований к поступлению. Они, конечно, различны для разных специальностей. Но в среднем от вас потребуется диплом, либо 11 классов, либо окончание бакалавриата, никаких колледжей, техникумов и 9 класса и так далее. А ваша хорошая предыдущая успеваемость, ну вот, чтобы в нем было. Топик минимально 3, но почти везде просят 4 и выше, поэтому, ребята, учите корейский, учите, как его хотите, где хотите, ходите в Корее, вам позволяют финансы. Если хотите бюджетно и быстро, то приходите на мои курсы. Плюс, если в вашем направлении есть что-то международное, вам понадобится еще и TOEFL, либо IELTS, а здесь вам нужно 80 и выше. В среднем, поспрашивала студентов, на обучение платное выходит где-то $12 тысяч в год. Ну, вы должны понимать, вы платите за ваше будущее респектабельное, качественное высшее образование. Но не забывайте, что со стороны вуза всегда есть финансовая поддержка. Кроме как не ID, который, да, получить сложно, да, он лакомый, но там реально надо быть классным. Хотя в этом году очень много моих студентов его наконец-то получили, и этому очень рада, ребята. Так вот, у самого вуза есть внутренние стипендии. Когда вы поступаете с уже отличными данными, с высоким топиком, с хорошим средним баллом и так далее, вам уже могут дать скидку. Но вдруг вы ее не получили, то вам просто необходимо хорошо учиться. Это, в принципе, при нормальной жизни и учебе реально. Ваша GPA, то есть ваш балл, должен быть выше, чем 3.0 за предыдущие семестры. У вас не должны быть пропуски. У вас должен быть топик, и чем выше ваш топик, тем больше у вас шансов. Тогда вы сможете получить скидку от самого вуза на следующий семестр 70, 50 или 30%. Чем лучше учитесь, чем лучше знаете корейский, тем выше ваша скидка. Получается, после школы твои были действия, это вот хагоновские, ну, как-то курсы корейского языка, и уже когда более-менее получить, правильно, корейский, Да. ты решила искать пути поступления в вуз. Тогда я еще даже не определилась с тем, что я хочу на самом деле. То есть ты не знала, хочешь кем ты быть, да? Или какой вуз? Я как бы планировала изначально вообще пойти на гостиничный ресторан. Поняла. Я думала пойти туда. Думала, будет интересно, короче. И подумала, что пойду в Чонги. Поэтому я пошла к ним на эти языковые курсы. Ну, потому что все равно же считается, что при университете... Слушай, ну, честно, это вот фейк. Это фейк, это полный, ребята. А то, что вы учитесь при этом в вузе на курсах языковых, вообще фейк. Я бы сказала, даже есть минус. Если вы там заваливаете 2 раза, это про вас остается в записи, вы поступаете. Мы его отчисляли уже, что там еще раз принимать. Поэтому вообще без разницы, в каких курсах вы учитесь на корейском, когда поступаете. Да, но я тогда именно так и думала. Ну да. Вот. Поэтому пошла сперва тут на языковые курсы. Потом я, как бы, походив, я понимаю, что я не хочу этого. Я подумала, что я решила, что уже более-менее сформировались мысли, подумала media communication. Нашла, какой самый продвинутый университет в этом. Это тоже вылез, что Чунанде, media communication. И я пошла туда, на языковые курсы, чтобы потом поступить. Слушай, ну ты, получается, очень много потратила на то, чтобы выучить именно корейский. Если ты училась в Корее на разных курсах, это такая приличная сумма. У меня, получается, почему так получилось? Я болела, получается. Я вот закончила в Кёнхи, поехала домой и полгода дома сидела. И, получается, дома сидишь и корейский забываешь, и никакой практики, ничего. И вот я снова поэтому поехала. И заново. Грубо говоря, заново учила. И, получается, отучив, ты пошла сама, сдала топик и стала искать пути. Окей, на данный момент, ребят, все проще, есть бесплатно. Есть у меня видео, оно так называется «Как поступить на курс корейского языка». И там прям инструкция о том, что заполнить, куда послать, когда послать, вообще пошагово. И если реально вот вы, посмотрев пошаговую видеоинструкцию, такие, блин, как тяжко, даже не поступайте, честно. У вас просто быстрее жизнь. Учиться здесь надо, прям вот бахать. У тебя много времени в день уходит на учебу. Да. Это пока еще первый курс. Да. Представляете, что будете к выпуску. Но наш факультет все равно более-менее
расслаблен, грубо говоря. Потому что такой. нам нужно именно пахать во время того, как мы снимаем фильм. А как только ты отснимешь его, ты можешь, Ну, грубо говоря... кто будет монтировать? А? Кто будет Ну, монтировать? имеется в виду, все сделаешь. Это только полдела. Да, ну если все сделаешь, и потом ты уже все свободен. Потому что у нас обычно съемки фильмов, ну, у нас с первого-второго курса, мы 2 дня снимаем, и потом до конца сдачи монтируем, грубо говоря. Вот, это... Теперь вы понимаете, почему я только монтирую? Когда вы один, оператор, режиссер и так далее, это тяжелее. Окей, чуа. Ханьянде считается одним из самых респектабельных среди работодателей. Шанс на трудоустройство выше, чем в других вузах. Сзади меня находится автомобильный институт. Как вы понимаете, коль инженерия автомобилей круче, но мы знаем, видели, гайс, там еще бачи. А еще мне очень нравится девиз вуза Ханяна. По-русски это звучит как «любовь в деле и в истине». Но на корейском «саране сичон», но если вдруг не знаете. Также, как вы могли заметить, вдруг, цвет этого вуза синий, а вот животное его цадя, то есть лев. Я обожаю льва. Может прикупить льва и разыграть вам? Как вы думаете? Наверное, так и сделал, но в Инстаграме. Пока еще видео выйдет, смонтируется, а в Инстаграме прямо сейчас могу купить и послать. Кстати, сегодня я была в его главном кампусе, который находится в городе Сеул. Также у него есть второстепенный кампус недалеко от Сеула, в городе Ансан, называется он Эрика. И он представляет больше такой, знаете, образовательно-промышленный кластер. Вот то они там и изучают. Также у Ханяна, как и любого другого вуза, очень много знаменитых выпускников. И в этот раз, так как этот вуз не сильно нацелен на политику или бизнес, да, там есть там по Самсунгу как бы такие... Неинтересно, ребята, вы мало знаете про бизнес, вас не особо это интересует. А вот актеры, этого, я думаю, поинтереснее. Самый популярный выпускник Ханяна — это Чан Гын Сок. Да, тот самый актер, модель, певец и все в одном. Ванахалю, айдол. До сих пор он известен и популярен. Он учился здесь. У вас тоже на это есть шанс. Встретить его на каком-нибудь выпускном или сборе выпускников. Класс, правда? Или сказать, вы знаете, кто мой сонбэ? Чангын Сок мой сонбэ. Блин, крутая фраза. Также Хон Сок Чон, это выпускник 89 года, правда, он заканчивал французский язык и литературу, если мне память не изменяет. Это тоже актер, ресторатор, но больше всего он известен как, как это правильно там выразить, сказать политически корректно, в общем, в Корее открытый гей, сделавший камин-аут. Вот, да, вы знаете, Корея очень консервативная страна, и это такие сложные вещи. Он пытается и старается продвигать разные законопроекты, создавать общественные движения в поддержку сексуальных меньшинств. Не-не-не. Хон Сок Чон выпустился по актерскому. У него была актерская. Французский язык и литература были у другого знаменитого корейского выпускника. Это И Бён Хон. Он является сонбэ для многих актеров. Один из лучших и самый награждаемый актер Кореи, который снимался и в Голливуде, и в корейских фильмах, сериалах. Для вас, может быть, не все его знают, но наверняка многие о нем слышали или видели, как их любимые нынешние актеры говорят про их любимого Сон Сынима. Онрын Йоги Кади. Вот и все на сегодня. Если вам понравилось это видео, этот вуз, и вы мечтаете ходить тут учиться, поставьте просто лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Еще важнее всего, напишите в комментариях, про какие вузы Кореи вы бы хотели, что еще узнать. Хотя бы про какие вузы. Я напоминаю, что я уже снимала про Соульде, про Корюде, про Йонседе, про Кайсты, Солбриджи. Про Йонс вообще несколько раз. А теперь Ханян и Дынь-Дынь-Дынь. Вот. Так что эти все видео можете посмотреть, ссылочки на них в описании этого видео. Меня зовут Марина, я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, ребятки. Целую вас. До скорых встреч.